Всем привет и добро пожаловать в новое видео! Всем привет, господа! И дамы тоже, потому что мой канал просматривают, как говорит статистика, 4% представительниц прекрасного пола. Сегодня прекрасный день и необычное видео, потому что мы не будем заниматься каким-то ремонтом или техническим обслуживанием, а будем делать апгрейд. Потому что в руке у меня эта замечательная толстая кочерга. А именно, это стабилизатор поперечной устойчивости толщиной 20 мм, который устанавливался на Subaru WRX STI. Или в простонародье WRX Stiha. И теперь он будет стоять у меня на кремне. Сейчас я быстро переоденусь, загоню машину в гараж, залезу в подвал и начнется рок-н-ролл. Все, машина уже в гараже, я переоделся, готов к установке. Для тех, кто не знает, для чего вообще нужен стабилизатор поперечной устойчивости, отвечу просто. Для того, чтобы стабилизировать поперечную устойчивость. Если еще проще, для того, чтобы уменьшить крены автомобиля, потому что при повороте направо или налево машина стремится крениться на внешнюю сторону, для того, чтобы вот этого избежать. Ведь если бы не было стабилизатора поперечной устойчивости, переднего, в данном случае заднего, то колесики могли даже отрываться от земли, тем самым терять соединение с дорогой. И могло приводить к переворачиванию, чем, в принципе, на крутых поворотах грешат высокие внедорожники. Если эксплуатировать автомобиль исключительно в городском режиме, то такой апгрейд, возможно, и не нужен, потому что на скорости 60-70 км это не так ощутимо. И стандартный, а стандартный здесь всего 16 мм, я знаю, что многие делают апгрейд, делают 18 мм, и очень радуются этому, я решил пойти дальше и использовать вот этот, который устанавливается на WRX STI, WRX и на Ливорге. Если кто-то хочет более развернутый ответ, для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости, я вставлю сейчас необходимую информацию, остановите видео и почитайте. Перед тем, как начать снимать старый стабилизатор и установить вот этот усиленный, какие инструменты мне понадобятся, для чего я вообще это делаю и какие номерки запчастей, я все, конечно, покажу в процессе видео. Все, я уже распаковал ее, теперь самое главное. Вот, тут здесь даже надпись есть. Пробег 38 тысяч километров пробега с Японии. Отлично. В хорошем состоянии. Как всегда, покупал на своем любимом сайте Дрон. Но там все есть. Там, в принципе, разборка. Вот, с японских автомобилей. Пожалуйста. Я хотел купить, конечно, новую. Я заказывал на сайте всем известном Емикс дважды. То есть один раз я заказал ее там за 6700. И его как бы заказ приняли, прошло 2 недели, я оплатил, а потом прислали, что товар закончился, извините, перезакажите. Теперь он уже был дороже еще на 700 рублей. Я перезаказал, ждал целый месяц. Время прошло, товар как бы так и остался заказанный, позиция, то есть он, ждали, что производитель там или кто, продавец его отправит, его никто не отправил. Ямикс молчит, менеджеры молчат, как бы деньги висят, ничего не произошло. Прозвонил, узнал, говорят, давайте подождем еще немножко. Я говорю, а чего ждать-то? Вот, еще месяц. Решил отказаться. И, кстати, вывести деньги захотел. Мне их как бы сразу перебросили на счет, чтобы я дальше совершал покупки. И потом почитал, что, не у всех-то получается эти деньги вывести. На самом деле проблема в том, что у них на сайте или вот в приложении для мобильного телефона нету кнопки «Вывести деньги», если это вот мобильная версия. Надо перейти на полную версию, и тогда она там появится. А многие там в комментариях, в отзывах пишут, что «Ой, зажали деньги, не могу вернуть, что делать?» Имейте в виду, теперь вот вам лайфхак такой. Так что мне эта штука очень нужна. Вы скажете, для чего? Во-первых, вы посмотрите, какой
толщины оригинальный 16-миллиметровый, хотя я знаю, что впереди стоит где-то на 21-22 миллиметра. Ну, по документам я нашел, что должен стоять на 21 миллиметр толщиной пруток, но на самом деле, когда промерил, 22. То есть, может быть, я не знаю, краска сыграла, но у меня 22 миллиметра стоит. Может быть, разные комплектации. Как-то на это что-то влияет. Но задница, смотрите, 16 и 20. Это две разные вообще детали. Это два разных мира, я бы даже сказал. Самое главное убедиться, что он подходит по длине. Ну, сейчас мы снимем его и как раз тогда посмотрим. Кстати, мне так повезло, что мне дали и скобы, и вот эти резинки и баферы. Вот. И даже сами косточки, вот эти вот стабилизаторы. Рычаги стабилизатора. Даже новые. Посмотрим. Все оригинальное. Все, кстати, выглядит очень хорошо. Можно даже поверить, что это 38 тысяч километров пробега. И я давно хотел установить именно такую, потому что вы знаете, что если даже на Ливорге устанавливают, а она не очень высокая машина, но крайне симпатичная, я думаю, ну, какой-то такой гибрид между импрезой и аутбеком. Ну, я как бы так назвал бы эту модель. К сожалению, она только праворукая, и нет возможности ее где-то увидеть, ну, так, пощупать, прокатиться на ней. Если у вас Ливорг, если вы будете когда-нибудь проездом в Туле, свяжитесь со мной, я бы с удовольствием сделал бы на нее обзор. И какая-то несправедливость, что на аутбеке стоит 16-миллиметровый стабилизатор. Ну, скажете, наверное, субаровским-то инженерам это виднее, да, но если у вас стандартный клиренс, а клиренс аутбека 21,3 мм, то для кремня такая обнова, она крайне желательна, потому что у меня клиренс точно такой же, даже чуть повыше, на пару миллиметров, как у заряженной внедорожной версии Subaru Wilderness, которая не поставляется на наши рынки. Нюанс, про который я не сказал, когда более толстый стабилизатор, он, соответственно, и более жесткий. Ну, это логично. И он может немножко подзажать заднюю подвеску. Это, конечно, лучше будет для управления, но немножко может сказаться негативно на вседорожности, да, на проходимости. Именно поэтому я сейчас поддомкратил для того, чтобы увидеть, сколько сейчас на старом от колеса. У нас получается, ну вот 19,2 миллиметра. Ну 19,1, наверное, да. Тут просто вот это у меня арка есть. 19,2. 19,2 миллиметра у меня получается, 192 миллиметра у меня получается сейчас вот это вот ход подвески. Посмотрим после установки, также поддонкрачу и сравним, изменилось ли поведение колеса. Все, идем менять. Головкой на 12 миллиметров и небольшим удлинителем. Сейчас быстро открутим вот эти два болта, соответственно, два с другой стороны. И хочу сказать, что снятие и установка, она крайне желательна, когда машина стоит на колесах. То есть, если ее поднять на подъемник или на домкрат, то получается, что усилие вот, давления вот, не даст вам снять вот эту косточку стабилизатора. Вот этот рычаг. Имейте в виду. Итак, головка на 12. Сворачиваем здесь болты, которые удерживают как раз втулки стабилизатора. Если вы не видели видео, я устанавливал здесь полиуретановую вот эту втулочку. Наверное, ну года 2,5 точно уже прошло. Ничего с ней не случилось. Почти как новая. Никакого износа. Сейчас мы посмотрим, какая выработка на том, который с WRX. Я думал, если что, то можно будет просто здесь как бы высверлить. Но я так понимаю, что и придется заменить. Ну ничего страшного. Так, отлично. И теперь головкой на 14 мы будем выкручивать вот эти болты. Если они будут прокручиваться, мы придержим с обратной стороны обычным накидным. Дай, пожалуйста, накидной. Также на 14.
Смотри, он даже еще с маски. Наверное, заводской, потому что я точно ничего не менял. Никаких стуков, глюков, ничего не было. Хорошо. Теперь то же самое с той стороны. Так, смотри как. Раз, легко выходит. Слева, справа я уже снял. И можно вынимать. Вот здесь, где выхлопная система, аккуратно главное провести. И вуаля! Все. Стабилизатор снят. Пойдем сравним. Так, ну что, пора сравнить. Вот это наш 16-миллиметровый оригинальный и вот этот 20-миллиметровый от WRX и Ливорга и Стихи. Ну, смотрите, один в один. Один в один он подходит. Вот. Все с ним хорошо. Единственное, что я заметил по-старому. Ладно, тут немножечко вот краски вспучилась, вот какая-то коррозия пошла. Ну, видно, что, конечно, 120 тысяч километров, вот как-то вот он показал себя вот так. И теперь смотрите сюда. Здесь у нас стояли полиуретановые втулки. Я их устанавливал и смазывал. Смазка, конечно, ну, вытерлась, то есть, получается, надо хотя бы каждый год ее немножко обновлять, потому что так-то, как я обнаружил, есть небольшая выработка. Есть небольшая выработка. Вот. Это же не просто металл. Это же не просто грязь, это же металл. Ну, незначительная, да, незначительная. Это просто вот грязь. Да, ну вот она. Ну, прям вообще, я не знаю. Ну, не то, что это миллиметр, полмиллиметра нет, да? Даже можно что, замерить. Некоторые уверяют, что не нужно вообще смазывать вот такие вот втулки. Хотя полиуретановые, в принципе, некоторые, особенно желтые, прям даже продаются со смазкой, вместе идут в комплекте. Давайте посмотрим. Итак, у нас здесь, чтобы не быть голословным, ну вот, 16 миллиметров. Видно, надеюсь, да, показано? Вот, 16 миллиметров. Чуть-чуть там вот сдвинуто, ну, потому что грязь, может, какая-то попала. Какая выработка образовалась, если у нас это полиуретановая втулочка? Ну, также 16 миллиметров, но там вот чуть-чуть вот сдвинулась вниз, да, ну, может, из этой же грязи. То есть, выработка, ну, есть, она ощутима, как бы пальцем, если проводить, но она вообще незначительная. Поэтому те, кто говорят, что ставить полиуретановые втулки, они там весь металл сотрут в дребодан, но нет. Вот за сколько там, 3 года, да, сколько они у меня стоят, надо будет посмотреть это видео, я на всякий случай ссылочку оставлю в описании, когда я их устанавливал. Уточню, сколько времени прошло. Ничего не случилось такого суперкритичного. Втулка отлично показала. Она не скрипучая. Кстати, синие не скрипучие, желтые поскрипывают. Не буду говорить производителя. И, соответственно, я сторонник того, чтобы, если из полиуретана, если вы ставите, конечно, оригинальные резиновые или там не оригинальные, то ладно, пускай. Ну, хотя вообще хороший производитель, который делает даже резиновые свои втулки, ну, там, более дорогостоящие, ближе к оригиналу, они всегда идут в какой-то такой белесой смазки, вроде как, такой более сухой. На самом деле это как парафиновая смазка или что-то такое, то есть уже чтобы было скольжение, можно даже мылом смазать. Вот. Но я больше как бы привык использовать свою силиконовую специальную, которая для направляющих, ею смазываю. Никаких тогда не будет скрипов, никаких посторонних шумов и, конечно же, сам стабилизатор должен проходить по этой втулке и немного вращаться, потому что сделаны стабилизаторы из специальной стали, и они, то есть в случае натяжения могут немножко изгибаться,
и в то же время возвращаться назад. То есть это не как вот к арматуру согнул, она такая осталась, да? Согнутая. Нет, здесь вот он немножко такой пружинистый должен быть, ну, с сильными напряжениями. Вот так вот он работает. Поэтому есть такие люди, которые говорят, ни в коем случае нельзя ничего смазывать, все должно быть прям вот туго, чтобы, не дай бог, ничего не провернулось. Я считаю, что наоборот. Если вы считаете по-другому, вы знаете, где надо писать в комментариях. Ну что, я хотел установить, в принципе, свои старенькие. Они также все еще хороши. Никакого люфта. Все у них замечательно. Ну, так как мне дали вот оригинального качества, новенькие, ну, 38 тысяч, конечно, против 120, я оставлю их. Оставлю их, только вот проверю затяжку. И, кстати, смотрите, мне даже прислали, вот чем хорошо покупать, когда ты снимаешь, да, вот, с японца какого-то, вот как контрактная запчасть. Даже вот эти вот баферы мне дали, смотри, и еще дополнительные скобы. Ну, вообще великолепно. Ставим! На второй, да? Угу. Аккуратно только. Не доходит. Ага. Давай, Подержать. давай, придержи. Молодец. Смотри, какое интересное. Звездочкой. Японская. Ну, где-нибудь пригодится. Давай здесь. Обратил внимание, у меня нету номерков на вот эти запчасти, но здесь указано, что диаметр 19 миллиметров. Сколько же сама палка стабилизатора? Пруток у него 20 миллиметров. Угу. Замечательно. Все, резиновые втулки я установил, немножко смазал внутри. Единственное, смотрите, какое отличие я увидел. Решил проверить, насколько здесь. Все в точности, да, 55 миллиметров. По моей старой также 55 миллиметров. Но длина вот этого рычага, она другая. Вот чтобы вот быть точным, я вот сейчас замер сделаю. $60. Но у моего старого невооруженным глазом можно увидеть, что здесь 72. То есть 12 миллиметров. На 12 миллиметров увеличена вот эта часть рычага. И что вот делать? С одной стороны, логично было бы установить вот эти мои старые с увеличенным, да. С другой стороны, получается, что вот эти более новенькие, может быть, они никак и не сыграют никакой роли из-за того, что вот эта планочка увеличена. Может быть, они наоборот, вот что они могут сделать? Они могут зажать подвеску, и тем самым мое колесико уже не будет опускаться настолько, сколько мы замеряли. Сколько у нас было? 19,4, да? 19,2. 19,2. Попробую я установить, вот просто чтобы быть, ну так скажем, первопроходцем. Попробую установить вот эти новые, которые с WRX STI. Ну а там посмотрю. Если мне что-то не понравится, я всегда могу, ну как бы их снять, проблем никаких. И установить, может, даже новые такие возьму. Ну сколько эти? 120 прошли. Ну, действительно, может быть, им уже пора. Хотя, ну, никакого стука, ничего нет. Попробуем, в общем. Чё? Мы здесь для того, чтобы пробовать новое. Поэтому эксперимент. Поэтому эксперимент должен быть. Ага, он не может не быть. Ставим. Главное продеть через трубу. Кстати, меня спрашивали, как моя труба себя чувствует. Да вот, смотрите, после того, как обработал вот этим средством против ржавчины, не буду называть его. Вот, ничего. Краска немножко, конечно, с этого момента вот здесь вот спучилась, на самом проблемном месте. Но так, порядок, сами видите.
В последнее время мне тоже очень много вопросов задают Subaru XV. Ну, потому что знаешь, что у моей супруги как раз Subaru XV. Вот. И сейчас, наверное, с Японии много гибридов пошло. Вот. И спрашивают, как они? Ну, хотел бы я узнать, как они. Для этого нужно видеть машину. Ну, наверное, хорошо. То есть я по также форумы смотрю, и никаких нареканий на эти гибриды, ну, не нашел, что вот они ломаются там и все, моторы горят. Поэтому я думаю, что хоть это и новая достаточно была технология, но она себя хорошо показала. Сейчас уже полностью на электро переходит. Subaru Solterra вышла, когда там 1,5 года назад. Сейчас уже обновление для нее делают. Ну, я не знаю. Вот это вот рвение к зеленой энергии, откуда оно? Многие думают, вот у меня машина будет электрическая. Ну, хорошо. Даже, может быть, где-то ты найдешь, где ее заряжать. Но энергия-то откуда берется? То есть нужно будет что сделать? Сжечь угля там, да? Или, не знаю, ядерную энергию, там, атомную использовать для того, чтобы как раз смочь через розетку зарядить свою машину. Ну, такое себе. Мне кажется, у нас это не скоро будет, потому что куда денутся все производители этих масел, расходников. Вот. Так у нас, получается, будет какая-то монополия только на вот эти элементы питания. Так, смотрите, все установил, в принципе, отлично все зашло, отлично подошло. И резинка сюда отлично становится. Единственное, что, смотрите, на 12 миллиметров у нас вот эта планочка короче, да? То есть вот этот стабилизатор просто чуть ниже опущен. То есть, ну, я не вижу какой-то вот проблемы с этим. То есть чуть выше, чуть ниже. Ну, может быть, сейчас мы увидим. Кстати, моя старая скоба. Ну, так как ко мне приехала новая, буду устанавливать новую. Выглядит отлично вообще. Супер. Надо будет продавцу хороший отзыв написать. Сейчас намечу, чтобы не выпадало. Все от руки. Потом подтяну. Также и с той стороны. На всех обозначение буковка G. Может, здесь Google как-то причастен. Так. Смотрите, как интересно. Есть вот эти вот, наверное, алюминиевые, да? Алюминиевые ограничители, которые как раз показывают, как должна была быть затяжка. То есть только здесь. И здесь то же самое. Угу. Вот здесь как вот она приподнялась, соответственно, надо будет также чуть приподнять колесо. По-другому я ее не установлю. С левой стороны без проблем все совпало, с правой стороны либо как бы сверху вначале прикручиваешь, либо снизу. Но низ как бы не попадает. Как я выкрутился из этой ситуации? Подставил домкрат, прикрутил все сверху уже и немного приподнимая машину, колесо проседает, и вот как раз наше отверстие. Еще немного. Видно? Давай я покажу. Вот она. Приподнимая домкрат, отверстие там, где нам надо. Еще немного. Оп, на своем месте, видал? Прям аж хрустнуло. Отлично, вставляю. Ага. Вот уже смазан. Ну, вообще великолепно. Смекалка, она работает. Она всегда работает.
Все болты от руки затянул. Подтянул гаковертом. И сейчас динамометрическим ключом выйду на нужный уровень затяжки. На ответственных моментах я всегда использую свой динамометрический ключ от короля Тони. Кто не знает, как им пользоваться или как настраивать, у меня есть отдельное видео. Я ссылочку оставлю в описании и подсказки. Итак, у нас идут на вот эти 14-миллиметровые 33 ньютона-метра. Вот выставил 0 на 30 и еще 3. 1, 2, 3. Стопорное кольцо. Чуть-чуть надо придержать вторым гаечным ключом накидным. А на вот эти болтики, которые на 12 миллиметров, мы восстанавливаем 38 ньютонометров. Порядок. После установки усиленного стабилизатора я делаю тот же самый замер. Колесо уже приподнял. Получилось 19 миллиметров. Вот, если видно, вот 19 миллиметров. Но 19 здесь, а также получается, ну, где-то миллиметра сама арка. Вот эта пластмассовая защита моя. Все, работа закончена. Можете посмотреть для сравнения, как выглядит старый оригинальный 16-миллиметровый против 20-миллиметрового от WRX STI. Также ставится на либорге. И я думаю, теперь мы должны только пробовать прокатиться, желательно на больших скоростях, попробовать заворот. И, соответственно, я в комментарии отпишусь, как оно себя будет вести. Ну, конечно, мне кажется, что не добавили, поскупились. Хотя бы 18-миллиметровый поставили бы. Вот. Может быть, 18-миллиметровый было бы достаточно, но я решил пойти чуть дальше. Ну, такой вот я авантюрист. Если вам было также интересно смотреть это видео, как мне заниматься заменой, усовершенствование, апгрейд, так сказать, проводить, то не забывайте большой палец кверху, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Перетягин, до новых встреч в эфире и пока. Рок-н-ролл!